Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами вот такой обзорчик. Очень часто меня спрашивают в комментариях: расскажите, пожалуйста, те сорта, которые не залипают. Вот из всего моего ассортимента я выбрала те сорта, которые, на мой личный взгляд, не залипают. И сегодня я хочу с вами их погрызть и, так сказать, рассказать про их структуру. Так, давайте начнем. Опал. Структура мягкого песочка, не залипает вообще. Он распадается на маленькие-маленькие крупиночки, сухо жуется. Вкус бумажный и слегка пыльный. Я буду короткое описание делать. Вы же хотели узнать только сорта, которые не залипают. Яшма, тоже орский сорт. Такая красавица. Очень красиво. Я говорю лично за себя. Как по мне, яшма, она обволакивает, но она не залипает. Для меня залипает это Астана. Для меня залипают киргизские кулбато, радужная, вот чернослив, вот они залипают. Яшма нет. Если по чуть-чуть откусать, она просто обволакивает. Так, ну что, пробежимся по орским. Значит, это у нас Юпитер. Юпитер. Тоже орский сорт. Поскрипывает. Эти яшма, она хоть и суховата, но при намокании вот такую кашицу полужирненькую, и она не скрипит, а как воздушный рис жуется. А вот Юпитер поскрипывает. Тоже обволакивает, но легко. А вот это обволакивание смывается водой. Для меня не залипает. ЖТС желтая. ЖТС желтая, значит, у него структура похожа на соры. Плотная, слегка песочная. Я его не люблю, но взяла, чтобы вот показать вам, что он не залипает. Структура такая слегка песочная. Пожирнее будет опала. Так, следующий у нас это Ливадия, крымский сорт. Очень плотная. Смотрите. Камень. Так что аккуратнее будьте. Угу. Плотная. Плотная, хрустящая, не залипает вообще. Именно этот кусок с ярким вкусом железной дороги. Прям шпалы. Тоже суховато, не залипает. Крымские сорта, как молочный лед, Ливадия, Крымчик. У них у всех примерно одна и та же структура. Они суховаты, слегка мучноваты, но они не залипают. Угу. Крым желтая.
Плотное, хрустящее, со вкусом разнотравья. Слегка вяжет рот. Ну, кстати, Крым желтый, она растворяется в такой нежный-нежный полужирненький кремушек, в отличие от ливадии. Ливадия, она по суше будет. Так, мотылек, мой любимчик, тоже крымский сорт. Мотылек сухой сорт, жуется сухо, а при намокании растворяется в такую нежную шелковистую кашицу. Классный. Так, это у нас что? Угу. Молочный лед. Вот вообще не с ливадией не похоже. Даже по цвету. Видите, молочный лед, он желтоват, а ливадия более серая. Но когда у нас будет видео ассорти крымское, я вам подробнее расскажу. Крым желтая. Угу. Солененький вот этот кусочек. С нежной солиночкой сначала откусывается. Так же, как ливадия, как Крым желтая. Поначалу суховат. А затем очень нежный кремушек. Не залипает. Классно. Мангуб или крымчик. Еще я слышала, что его и крем-брюле называют. Угу. Вкус у него классный. Как по мне, у него очень яркий вкус по сравнению с другими. Тоже подробнее расскажу в обзоре. У меня обзор есть на канале на крымчик. Посмотрите, если кому-то станет интересно. Как я уже сказала, у крымских сортов, вот плотных, у них одна структура. Только отличие в том, что что-то быстрее растворяется, что-то чуть помедленнее, что-то дольше суше жуется. Структуры идентичные, очень не схожи друг на друга. Актобе. В последнее время, я вам скажу, она прям в любимчики у меня вошла. Попался солененький кусочек, это прям обалденно.
В последнее время Актобе мне очень сильно нравится. Сухая, не залипает. Вот сгрызла кусочек с солинкой. Обалденно. Она сначала сухая, затем растворяется в такую полужирную, полусухую массу. Классно. Аметист. В общем, продолжим. На посторонние шумы, пожалуйста, не обращайте внимания. Я сажусь снимать, и соседям мне нужно поговорить, подвигать стулья и так далее и тому подобное. Так, следующее у нас Парварда. Парварда — это тоже орский сорт. Сейчас вот так вот высыплю чуть-чуть. Вот такие гранулки. Как и все орские сорта, она суховата, сушит рот. С классным вкусом. Слегка скрипит. Ведет себя так же, как Юпитер. В общем, Парварда также обволакивает, но не залипает. Следующий у нас. Вот так пойдем. Нижегородская София. Нижний Новгород. Очень плотная. Полностью ее доставать не буду. Угу. Очень жесткая, очень плотная, не залипает. Вкус бетонный. Томат. То же самое. Вкус кирпича. Очень плотный. По структуре они сначала как мягкий песок откусываются, а затем маковка. Чуть-чуть подрастворяются и обволакивают, но не залипают. Ну, это, конечно, жесть. Нижегородские, они все очень жесткие. Так, добрались мы до моих любимчиков. Почему здесь лежит Туркестан? Потому что Туркестан лично для меня тоже не залипает. Он обволакивает. Туркестан, сливки. Чистый. Хрустящий. Жирненький. Но в то же время он собирается в мягкий комочек. А он не залипает. Он так комочком и жуется. Классный. Туркестан плитки. В этот раз они пришли очень плотные. Также подробно
расскажу все в ассорти про Туркестан. А вот у плиток уже комочек будет поплотнее, чем у сливок. Для кого-то, конечно, может быть, Туркестан их залипает, но не для меня. Они обволакивают и легко споласкиваются водой. Так, это коричневый. Вот коричневый будет пожирнее, обволакивает посильнее, но опять же очень легко смывается водой. Классик. Я взяла несколько видов Туркестанов. Также сюда Туркестан взбитые сливки, Туркестан шоколад, Туркестан молочный, Туркестан темный, Туркестан светлый, Туркестан кудрявый. Для меня весь Туркестан, кроме серого. Вот серый залипает, а эти обволакивают. Я даже не знаю, что, по-моему, Туркестан белый 2. Вкусы хорошие, земельные, пыльные. Это в отдельном обзоре. Меня просто спрашивали, какие сорта не залипают. Вот я вам и показываю, какие сорта лично для меня не залипают. Угу. Туркестан белый 2. Это тоже Туркестан белый 2. Вот из всех сортов для меня Туркестан белый 2, так как у него структура суховатая, он подлипает, он не залипает, он подлипает. Но опять же, при растворении полном он образует жирную кашицу и очень легко смывается водой. То есть Туркестан, когда жуете, если чувствуете, что вам подзалипло так ощутимо, просто прополощите рот водичкой и все. Так, дальше сыры. Здесь у меня зеленый кусочек и желтый кусочек. Давайте начнем с желтого. Сыры — это киргизский сорт. Еще называют Киргизия желтая. Поначалу структура суховатая, слегка мучнистая. Затем в такой комочек образует. Такой мягкий, очень мягкий комочек. И она тоже не залипает. Тоже очень легко смывается водой. Не скрипит. Классно.
Классный сорт, мне нравится. Закат. Это тоже орский сорт. Но вот он мне не зашел. Он жестче будет опала. А по структуре одинаковые. Прям как песок жуешь. Не очень. Так. Бордо. Угу. Бордо это то же самое, что Юпитер, солнечная, верба, аметист, акация, дуляр, сакура, крем-брюле. То есть у них у всех структура одинаковая. Они поначалу сухие, затем в такой жиденький обволакивающий кремушек. Для меня они не залипают. Все, что обволакивают, но легко смывается водой, для меня это не залипание. Так, уральская желтая. Ох, как давно я ее не грызла. Я уральскую не люблю. Для меня это не глина, так же как закат, опал. Она не растворяется. Очень хрустящая. Лично для меня уральская это безвкусная, жесткая скорлупа. Никакого вкуса не чувствую. Очень твердая, очень жесткая, портит зубы. Это ОПК. Осадочная порода. Вообще не мое. Она вообще не залипает, просто вот мелкой крупинкой, жесткой, жуется до конца. И осталась у нас ириска. Орский сорт. Мой фаворит. Ириску я люблю. Ириска входит в список моих любимчиков. Суховатый, слегка вяжет рот. Вкус мокрого картона. Слоистая, в то же время плотная. Ну вот я вам показала все, что, по моему мнению, не залипает. Лично для меня. Может, для кого-то и залипает, но для меня нет. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.